Всем привет! Сегодня делаю торт на заказ. Вот такой торт-шашлык. Покажу, как можно сделать торт в виде металлического мангала, как сделать пылающие угли и довольно реалистичные куски мяса с луком. Здесь у меня уже пропитавшийся торт с шоколадными бисквитами, шоколадной прослойкой и ягодным муссом. Я хочу сделать торт немного уже и выше, поэтому обрезаю его по периметру со всех сторон и обрезками добавляю высоту. Теперь покрываю торт ганашем на масле. Первый слой ганаша очень тонкий, только чтобы собрать крошки. Второй слой ганаша толще. Здесь уже выравниваю торт, но особо можно не стараться, идеально ровная и симметричная поверхность не нужна, достаточно среднего выравнивания. После охлаждения ганаша покрываю верх торта мастикой. Мастику использую медово-желатиновую домашнюю. Излишки мастики обрезаю ножом. Дальше в оставшуюся мастику я вмешиваю СМС. Это загуститель для мастики. Здесь он нужен для того, чтобы мастика держала форму и бортик мангала потом не падал, не прогибался. Раскатывая мастику достаточно толсто, толщина около 3-4 мм, и обрезаю ее в соответствии с размерами торта. Получается это передняя, задняя и 2 боковые стенки. Все стенки делаю на 2,5 см выше, чем торт. А также вырезаю 8 полосок шириной 2 см и длиной, как высота будущего мангала. У меня это 11 см. На передней и задней стенках вырезаю выемки, в которые потом буду ставить шампура с шашлыком. Коктейльной трубочкой по низу этих же стенок наношу отпечатки, имитирующие отверстия в мангале. По полоскам тоже делаю углубления. Все детали оставляю на столе немного подсохнуть, примерно на полчаса. Затем смазываю торт-декор гелем, по желанию можно обойтись и просто водой. Устанавливаю все стенки, сначала боковые, затем переднюю и заднюю. Если есть необходимость, то срезаю излишки мастики. Теперь по углам мангала приклеиваю полоски. Сверху каждого угла приклеиваю треугольник мастики. Мангал готов, его осталось лишь окрасить. Я буду использовать черный и серебристый гелевые красители и аэрограф. Развожу эти красители по капле в водке, получается светло-серый, немного с серебристым оттенком цвет. Окрашиваю им торт. Затем добавляю еще черного, еще серебристого, и получается цвет темнее. Темный цвет наношу больше по углам и периметру, чтобы светлый серый тоже осталось видно. Внутренние стенки тоже окрашиваю. И затем сухой кистью наношу кондурин серебро. Мазки горизонтальные и вертикальные. Именно это придает металлический эффект и цветом, и направлением. Если у вас нет аэрографа, то посмотрите мое видео с тортом гирей. Там я показывала окраску торта кистью. Теперь сделаю угли. Сначала покажу тлеющие угольки. Кусочком серой мастики придаю неопределенную форму. Одну из сторон окрашиваю в яркий красный и потом еще будет оранжевый цвет. Краситель разбавлен водкой. А остальные стороны обваливаю в темном какао.
Темный какао идеально подходит для этой цели. Он создает глубокий черный цвет на поверхности угольков, при этом он матовый и даже эффект золы получается. Но, как всегда, камера плохо передает форму всего черного, поэтому на экране невозможно понять объемы углей. Еще я сделаю чисто серые угли и чисто черные. Последние также просто обваляю в какао. Ссылка, где я покупаю этот какао, будет в описании. И наконец сделаю сам шашлык. Шпажки я уже обрезала до нужной длины, нанизываю на них маршмеллоу. Чтобы придать им более правдоподобный вид, срезаю ножницами все верхушки у зефирок. Теперь буду окрашивать кусочки шашлыка. Понадобятся красный, желтый и черный красители. Развожу их водкой. Сначала использую желтый цвет, к нему немного красного и черного добавила, чтобы получился такой приглушенный желтый ближе к охре. Затем этой же кистью в этот же желтый добавляю красного и окрашиваю дальше маршмеллоу хаотичными движениями. Затем сюда же добавляю чуть-чуть черного и получается светло-коричневый. Делаю им тоже много мазков. И потом делаю темно-коричневый цвет и им прохожусь по граням, создавая эффект поджаренной, подгоревшей корочки. Несмотря на 3 моих источника света, 2 из которых профессиональные, я вижу, что света недостаточно и камера искажает цветопередачу, слишком усиливает контрасты и как-то затемняет все цвета. Но пока не могу разобраться, как все настроить. Итак, после окрашивания кладу шпажки так, чтобы зефир не прилип к тарелке, пока он мокрый. Вот что получилось. Но это еще не все. Из тонких полос белой мастики делаю луковые кольца. Крайние кольца лука очень просто сделать. Закрутила и надела на шпажку. А со средними немного придется повозиться, но тоже ничего сложного. Декор готов. В мангал укладываю угли так, чтобы они находились между шашлыками. Здесь я поняла, что мои угли слишком большие, и их пришлось уменьшить. Затем устанавливаю шампура. Декор ничем не фиксирую, в этом нет необходимости. Там, где осталось видным дно, добавляю еще углей. И последнее, серебряным контурином я добавила немного блеска по углям. Все, торт-шашлык готов. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.